Хочу вернуть мою эмпатию, чувствовать мир вокруг меня, веру в себя, здоровье, память. В детстве почему-то не помню практически ничего. Открыться самому себе и хочу вытащить на уровень осознанности страхи и боли, которые мне мешают быть свободным. Очистить путь к семейному счастью. Вот это цель, аспект первый. Значит, по поводу вот этого коврика, от меня и вытряхивать коврик, что мешало мне проявить осознанность в этот момент, я исправляю, помогая себе поступить правильно. Второй аспект. От меня монтировать короткий ролик, шорт с неудачным, вырванным из контекста информацией про Иуду. Третий аспект. При телефонных разговорах с госслужащим начальниками нервничаю. Рассмотреть последний случай, когда я звонил в визовый центр Германии и нервничал. Хочу убрать причины дискомфорта, затыки, чтобы общаться свободно и получать благоприятный результат. Четвертый аспект. Вот это я вспомнил случай, когда я читал какое-то заклинание или заклятие. Это после того, как я посмотрел твой ролик, мне вот это вот эта ситуация всплыла. Я помню одно слово из этого текста "громл". Громл, что-то там, ну там довольно-таки шифрованный какой-то, по-моему, какой-то текст. Это то, что я вспомнил. Ну, конкретно вспомнил, что это было. Я отказываюсь от этой практики и подобных магических действий в этом и других воплощениях. Я хочу творить мою судьбу в гармонии с душой, иконами жизни. 5. Аспект. Мама приходила, и мы с ней разговаривали, и она сказала, что перед родами шла в магазин. Перед родами она была в шубе и упала с лестницы. Это беременной была мной. Хочу посмотреть, если есть какие-то воздействия. В этом случае хочу исправить по возможности эту ситуацию, чтобы было все хорошо. Мама также говорила, что до этой беременности у него была другая беременность с другим мужчиной, не с тем, что отцом, и он ее там кинул. Она сделала аборт. Если еще что-то, какие-то страхи, блоки остались в моем пространстве, хочу их убрать и вернуть мой потенциал. 7. В отношении с тобой, Виктория, чувствовала себя как непрофессиональный служащий, который боится увольнения или гнева. Хочу посмотреть, если осталось ли еще во мне какие-то зацепки, неуверенности. 8. Посмотреть, каким образом я допускаю в мои отношения с Валерией какие-то воздействия. И то, что у нас не складывается получение визы. Вот. Мы были тогда у нее, когда я был, хотели взять это приглашение официальное, чтобы она сделала. И там в этой ситуации госслужащие тоже начали говорить, что там не хватает денег, что на основной зарплате должна быть определенная сумма. А в прошлом варианте у нее получилось это каким-то образом сделать. Была другая девчонка, и как-то это получилось. А в этот раз не получилось. Она также обратилась к своему знакомому, и он, то есть на работе, и он тоже помог сделать, но у него тоже, оказывается, в этом году подняли еще эту сумму, которая должна быть на основной зарплате, и ему не хватало 15 евро, чтобы сделать это нормальное приглашение с финансовой поддержкой. Себастьян, вот у нее там коллега. Короче, вот такие вещи. А чтобы мне сделать и доказать мою финансовую гарантию, надо, чтобы у меня была карточка, которая работала бы в Евросоюзе. Но у нас все под санкциями. Мне либо в Беларусь надо лететь, например, чтобы там в какой-то частный банк оформить эту карточку, или какие-то еще другие варианты. В общем, такие варианты. В общем, если есть какие затыки, кто мешает нам, и почему я это позволяю, я хочу это убрать, чтобы у нас складывалось наилучшим
видел. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. Евгений. Я вижу, и идет человек, и как будто бы, знаешь, как будто бы по земле, ну, по шару такому, из-за горизонта, и что-то тянет черное на себе, какую-то а, пелену. Считывается неравенство. И это как плащ такой, знаешь, как цари носили Угу. такую накидку. И вижу, что это черная накидка, а здесь она бархатная красная. Ну, я видела портрет Андроника, вот даже какого-то другие там из династии. Вот я слышу Византия, да, вот там, где я ходила в эту под землей, там есть водохранилище. И там Базилика. базилика, да, там такие портреты. И вот один из этих портретов, там тоже эту вижу. И я вот смотрю, и вот пришел, встал и растет этот человек. Сейчас я считаю эфирное ДНК. Угу. Считаю, Виктория, эфирная ДНК. Огромный-огромный. И так чух-чух, такие, знаешь, как будто бы кайданы, не кайданы, а, ну, эти, что зверей, капканы ловят, да? Угу. И ты растешь, и вот эти капканы сами по себе на ногах, которые как бы удерживают на этой земле, так пух, пух, ну, как бы расчехлились, и ты от этой ситуации раз и отлетел, вылетел, и такая энергосфера правильной формы, сияющая. Да, это ты. Угу. И в этом шаре вижу вот тебя, как будто бы ты сидишь вот за столом. А, И ты вот так поворачиваешься спиной и показываешь, говоришь как-то не прицепка, а прикрепка. Угу. И показываешь, что вот так, где сердечная чакра сзади, вот идет, ну, к сердечному центру идет подключка в сектор магии. И там идет какая-то конструкция, считывается перегонка. Ну, как самогонку гонят Угу. такая. Эфирные масла добывают, они по принципу, ну, как самогон Дистилляция. делают, дистилляция, да. И вот это Угу. вижу такие вот трубочки, считывается перегонка. И я вижу, как отделяется отдельно вот эта черная подключка энергия отдельно, а белая энергия отдельно. Дистиллят считывается. Вот эта чистая энергия называется белая. Дистиллят. Угу. Странно. Да. Надо бы посмотреть, что это такое. Мгм. Так, ну хорошо, Виктория, давай сначала спроси у меня, разрешаю ли я потрудиться со мной и для меня. Ты говоришь, да, разрешаю, говоришь, что тебе пора убрать эту прикрепку. М. И сразу же показываешь как бы будущее, в котором эта прикрепка вот так убирается и соединяется с сектором интерферентов, и это все образует такую огромную лейку, ну, куда наливают такая, как, ну, лейка Мгм. такая. Мгм. Которая поливает огород. Не такая, это, может, я А, неправильно а, сказала. Это как ага, вливать, например, бензин через такую ага. штучку. Ну, я же в эфирном пространстве вижу образ, а э, Ну да, слово да. не приходит. Ну, это Ага. наливают, и такое там тоненькое, чтобы Э, то есть, здесь широко, а потом туда наливается, а там такая трубочка, куда в горлышко бутылки, например, можно вставить.
Воронка. Да, да. Посмотрел в интернете. Хорошая Да, штука интернет. воронка, да. Мгм. А, И оно потом вот уходит вместе, вот эти черные энергии. А вот это, что дистиллят, оно идет в другое пространство, в секторе магии, и превращается как в такие монетки Мгм. и раскладываются. Кто-то за этим, вижу, управляет. Я посмотрела, кто. Это сидит за этим столом этот колдун, образ колдуна. Ну, я со спины на него М. смотрю. И он вот эти как деньги Мгм. считает, колдун. И я смотрю, а он выглядит, зашла с этой стороны, здесь вот этот плащ, колпак, а с этой стороны как будто бы пустота и такой, как череп. И глаза такие черные, живые, как две змеюки. Мгм. И так, вот эта Что? конструкция. Мгм. Подсчитывает доход. Так, а кто это за столом за колдун? Приказываю ему называться. Кто он такой? Колдун. Оно считывает э, германская демографическая институция. Это этот какой-то эгрегор. Мгм. Так, что он делает в моем пространстве? Говорит, что вычисляет твои изменения. Так, а зачем ему это нужно? Буквально это видит, как бы выглядит, как будто вот берет одну из этих монеток, и вот так вот монетка увеличивается, и так как будто бы проверяет на солнце, светит, вот так М. смотрит, рассматривает. Интересно, кто хозяин этой конструкции. Подключка пошла вот как эта перегонка опять в сектор интерферентов. Кто находится в секторе интерферентов, приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Вижу, там кто-то лежит, какой-то истукан. Сейчас я его М. смотрю на него, кто он. Буквально как будто бы фонендоскопом прослушиваю. Там, где глаза, смотрю. М. Мгм. Считывается эгрегориальная структура мафия. И уходит опять в сектор интерферента, в сектор магии. Уже красная какая-то энергия. И Мгм. вижу там вот этот коммунизм. Красный эгрегор такой, как будто сосуд красный. А, И там вот этот серп, молот и звезда. Считывается коммунистическая мафия. Так, как кто на физическом уровне находится в секторе магии? Офис. Я М. вижу в Германии этот офис. Это русские там работают внутри? Нет, германцы. Немцы. Ну, немцы. Ну вот, они связаны, я слышу, с мафией, с Мгм. кремлевской мафией. Это Так, же посольство русское, я так понимаю. ну там организация, которая занимается то ли беженцы, по трудоустройству, социальные работники, Ну вот. социальная контора государственная, Ну вот, герман. демографическая институция, все правильно. Мгм. Вот. Она связана с этим эгрегором. И вот я сейчас хочу посмотреть, мое внимание обращается на эту дистилляцию. То есть это энергия дистиллированная, Мгм. то есть отделенная, чистая. И я вижу, что в тот момент кто-то говорит, рассматривает и говорит, он к нам пришел поклониться. И идет отсыл в сектор принятия решений. И Так. сейчас я хочу посмотреть, что было. Мгм. Что это было?
Возможно, это и в Москве, Виктория, этот визовый центр. Ну, а зачем это подсказывать? Можешь мне А, объяснить? Ну, да, от меня это. Ага. Не это высказывание. Посмотри, Виктория, Что происходило на что, что, физике? что Вижу произошло вот на эти 2 физике. черные глаза, а, Угу, с такими подключками в сектор интерферентов. И вот так идет, как будто бы такой большой какой-то червяк под ногами. И опять переходит в сектор магии. угу, Мы же ассоциативные вот эти связи обнаруживаем. Не логичные, а ассоциативные. То есть подсказывать здесь нельзя. И там я вижу в секторе угу, магии ты берешь как будто бы какой-то символ себе между бровей на лоб прикладываешь. И там такая, как черная, черный этот самый, и такая какая-то, как треугольничек, как будто бы выцарапанный, часть какого-то символа. Опять звучит слово речитатив, второй раз услышала. угу, Я слышу подключение к духам неизбежности, обреченным духам, коммуникация с какими-то угу. духами. И вот это речитатив. Сейчас я посмотрю, что ты делал На И вижу, физике. что в этот момент, я вижу, происходит, как будто бы ты ложишься, вот так вот ложишься. Я слышу, соединился с трупом. И здесь получается вот так. Здесь один этот лежит, а здесь как будто бы ты сам лег. И положил вот эту, оно как присоска на лоб. И в этот Так. момент вот так с такой силой вот это в сердечный центр сзади, вот так пух, как будто бы воткнули эту подключку. Я слышу соединение с духом Ильича. Угу, Произошла подключка, я слышу, к духовному источнику эгрегора разрушения, смерти. И вижу под этой системой всей черной такой так. вихрь сияющий куда-то вниз. Там внутри как будто бы сияние. Сейчас я посмотрю, что это. Оно считывается как такой, как же это называется, винт, такая штука, которой выбуривают, Бурят. бурят, да. И когда оно вот бурит, то как бы как земля вот так собирается на этих лопастях. Вот так я вижу, как этот бур собирает, я слышу, отделенные частицы души, душ. а, Я слышу сияющих существ, душ существ, Угу, да, и уносит вот туда, и я слышу застолбить. Ну, слово по-другому звучит, но смысл один и тот же. Как будто бы застолбить это, ну, неопределенное, а это застолбивает, как будто бы в настоящем. То есть это как бы прикрепляет. И ты, да-да, вот мне показываешь, что это именно вот эта подключка. Я сейчас тебя спрошу, что ты делал на физике? А Спроси, ты Виктор. говоришь, что ты проклинал маму. Сейчас Угу, я смотрю, угу. каким образом ты Каким проклинал маму. образом? Угу, Ты говоришь на каком-то древнем языке, что ты позволил себя увести от разумения. угу, Говоришь света, говоришь материнской матрицы любви. Говоришь, что проигнорировал свет. Я тебе говорю, чтобы ты показал, что ты делал. Ты угу. говоришь проклятие. Что было на физике в этот момент, когда я проклинал?
Я вижу, что ты берешь, как будто бы бумажку какую-то развернул, черную, и там такая энергия просто агрессивная очень. Я тебе говорю спокойно. И вот Мгм. опять идет отсыл в сектор и принятия решений, и опять вот это соединение с духом Ильича. Ченнелинг какой-то. Мгм. Так, Ну, наверное, так. это какая-то была, оно считывается программа по, ну, по телевизору или экран я Мгм. вижу. Мгм. Программа, оно считывается как программа соединения с духом Ильича. Сейчас я посмотрю, Мгм. что это. Слышу духовная коммуникация с духом преисподней. То есть за этими всеми ченнелингами, да, на самом деле Мгм. стоит коммуникация с одним источником. Ну, у каждого свое представление, можно назвать там дух Люцифера, да, или... То есть Мгм. это как прародитель зла. Это эгрегориальная структура, которая захватывает души. Ну, вот и с дьяволом, образно говоря. Мгм. Дьявол– это обманщик, оно звучит у меня вот так вот, дьявол. Так, что произошло со мной, когда я читал это проклятие? Но я вижу, что это наложились энергии, то есть вот это чтение этого проклятия, это считывается как проклясть маму, то есть это проклясть, вот это, я слышу твой аспект, Мгм. восстановить телепатию. А Эмпатия, да. Мгм. Да, эмпатия, Мгм. телепатия, Да, ну, телепатия– это высшая степень эмпатии, да. То есть да, эмпаты– это законсервированные, потенциальные все телепаты, да. То есть да. человек, не проявляющий эмпатии, он ну, не может быть телепатом априори. И вот в это ты как бы проклинаешь, оно считывается в эфирном пространстве, вот свою материнскую часть. То есть правое полушарие– это связь, это полушарие, это как вот я вижу материнская часть сознания, связана с высшими, оно считывается как высшими духовными. Сейчас я посмотрю, куда оно Мгм. уходит. Мгм. Посмотри Я слышу историю. ценностями, с высшими духовными ценностями. То Мгм. есть это принципы. Вот. И читая вот эту, и оно соединилось вместе с этой коммуникацией. То Мгм. есть это все коммуникация, и когда я на это все смотрю, оно постоянно оттуда фонит так. Проклятие материнской жизненной линии. И там же вижу вот эти ситуации, преграды на пути, э, вот как бы там захвачены энергией Валерии. Я ее вижу там, в этом эгрегоре тоже. Мгм. То есть это на подсознательном, на тонком уровне, на уровне души, духа. Это как бы предательство Валерии, матери истины, да, Мгм. сонастройки со вселенскими конами. Это предательство вот этих порядков любви, о которых, ну, которые управляют нашей Вселенной. Вот и мне Мгм. сейчас прямо пришло, что нужно людям вот рассказать об этих порядках любви более подробно, о каждом отдельно. Хорошо, сделаю. Мгм. Хорошо, Виктория, спроси у меня, вижу ли я, что произошло со мной, читая это проклятие? О, вижу, ты как будто бы у тебя, знаешь, есть такие очки, Мгм. как будто бы затемненные, можно откидывать. И вот я Мгм. вижу у тебя такие как будто бы очки, и ты раз открыл такие вот эти верхние, как стекла затемненные, и берешь вот это, и читаешь, и вот так сделал, ёлы-палы, ну типа, да, вот так вот только Мгм. Да. такая эмоция.
И говоришь: "Я же это знал". И берешь ручку и что-то пишешь. И когда ты пишешь, я вижу, что вот так вот поднимаешь и вот так вытягиваешь вот эту лейку, но оно почему-то лейка считывается. Пусть будет Лейка, почему? По-украински лийка. Вот почему. заливает. Мгм. Заливать, да, то есть вот почему. Это воронка типа. Ну, а воронка это другое. Воронка это уже то, что образуется эта энергия в этой лейке. Когда льется жидкость, то образуется вот эта воронка, да. То есть это Да. вот оно что. Поток. Мгм. Да, то Так, есть, аж. правильно, это вот наливайка, лейка, ну, вот это Мгм. логически считывается. Так. Хорошо, а вот эти очки затемненные, откуда они у меня? Что это за энергия? Ой, и в сектор магии потянулась, и там вижу, такой крик услышала. Слышу, мама предательница. Вижу, вот как будто бы так вот чах, и вижу, как нож разделил ножки по животику. А, вот отдельно. Ножки, М. животик, вот по солнечному вот так наискосок. И такие маленькие ножички, черненькие, шух, пошли как бы в сектор э, интерферентов, и вот заложили основу вот этих ситуаций, где ты вот так вот взял, и это все, и лег. Вот в этой ситуации это вот это. А М. светлая часть, вижу, в этот момент происходит, вот светлая часть вот так сознания поднимается вверх, но очень медленно так, то есть душа. И вижу, что происходит вот эта завязка, как будто бы к затылку что-то притянулось, и так вот такая энергия просто высасывает. И в секторе принятия решений там завязывается узел. Я слышу ненависть к матери. То есть завязывается, надо посмотреть этот М. контракт, Да. вот этот блок произошел, а, противостояние вот это ненависти, образно говоря, к материнской части. Так и идет. Это блок предательства. Мгм. И вот я вижу, как эта энергия отделяется вот от головы, от сознания, и вот падает вниз, и падает на такой механизм. Ну, это оно, метафоры, конечно же, идут так, как будто, вы знаешь, такие какие-то ложечки, которые на столбике, и по очереди падает на первую такую ложечку, она опускается, и это ну, падение продолжается, оно тык, 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 тык по такой конструкции. И вдруг я вижу вот этот эгрегор, вот этот, я слышу, труп Да. Ильича. Мгм. Вот в этот эгрегор оно ушло, и я слышу, стало маской. Я вижу вот эту восковую маску, которую сделали на этом трупе. М. То есть на этих костях я вижу этот, как его, череп, на котором такие маска просто восковая, потому что это тело все отлезло, ушло. Мгм. Я слышу неправильная формула бальзамирования. И я вижу, что в секторе магии происходит какой-то магический ритуал. Считывается, ой-ой-ой-ой-ой. Что произошло? Так я вижу вот эту конструкцию, ну, как самогонка, перегонка, да. Мгм. Именно она, вот этот эгрегор, находится в Кремле, который перегоняет, как бы перегоняет Энергия. эти энергии, я слышу, поддавшихся манипуляции. Вот. И я слышу, бальзамируют и леча. Вот интересно, что же это в духовном плане означает? Что означает это бальзамирование в этой ситуации? Я слышу, что это допускание зла, и вижу вот эту морду там в секторе интерферентов. Мгм.
Это Вельзевул, это его, ну, Вельзевул, Люцифер, то есть это, а, Система управления вот это Вельзевул. да, оно считывается как, ну, вот как прародитель зла, то есть духовная составляющая, энергетическая, информационная составляющая вот этого эгрегора, вообще всей системы упадка, вот где находятся все эти системы управления человеческой душой, вот эти так называемые боги. Эти боги, это на самом деле я вижу, что это вот эти ложечки, которые улавливают и отпускают внутрь. То есть эти культы Мгм. коммунистические, другие культы, профессиональные, религиозные. Вот этот вижу, одна из ложечек, это Шива, вот с этими Мгм. танцующий, да, коммунистической, вот эта звездочка, и вот эти все последующие, потом христианский, еще одна ложечка, и так дальше. То есть это вот система, она считывается, Мгм. как по-украински слышу, разгалужена, то есть это как растиражированная система управления человеческой судьбой. Мгм. Вот оно идет судьбой. Так, а вот это бальзамирование, маска, которая была на лице этого Ленина, как Да. это с моей энергией связано? Но опять я слышу крик, и он считывается, вот этот мавзолей, собиратель душ человеческих. И там я вижу, слышу революция, Мгм. вижу погромы происходят, исторические события, где расстрелы, вот эти коммунистические, потом вот эта движуха, переселение людей туда-сюда. Народов. Мгм. Да, потому что вот каждый народ создал свою систему уникальную на той земле, где он живет, соответственно, его этих условий. М. Вот это передвижение, то есть это потеря связи с природой, с матерью, я слышу. Мы же таки говорим, мать природа. Да. То есть это с материнской частью сознания, с женской линией. Я слышу, женская линия поведения, управление женским домом. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим контракт. Это, видимо, во время аборта, который был. Да. Мгм. Давай посмотрим условия, на что я согласился, когда это произошло. Сейчас я зайду, ну, Зайди в тот нужно м. зайти раньше, до того, Мгм. как эта мама сделала. Сейчас я тебя найду. Я Мгм. вижу, что а, э, как бы мерности, вот эта ситуация аборта, она находится в двухмерном пространстве. Вот так мне Мгм. идет. Вот. Потом ты маленький, новорожденный, как будто в трехмерном. И я слышу и вижу сразу же твое высшее я, которое находится в девятимерном пространстве. И М. ты говоришь, ну, считывается, вот так вот идет такой сигнал, что ты сошел с небес. Вот там, где ты находишься, в девятом измерении, что ты сошел с небес. То есть в тот момент, оно Так. считывается ключевой момент сознания. Мгм. Что И ты произошло? передаешь, ты Так. передаешь как будто бы какой-то сияющий листочек. Сейчас, одну секундочку, нужно, я это замораживаю. Идет как будто бы такое давление на меня вот с этой стороны. Мгм. Сейчас я посмотрю, что Посмотри, это. Виктория, что это. Мгм. Я вижу, что это, ну, оно считывается как давление антимира, и я вижу, что из сектора интерферентов выходит как такая клешня. Вот, М. такая клешня, там пружинка такая, а тут такая как будто бы живая клешня такого рака или чего-то такого. Ну, и там такая светлая энергия в этой клешне. Я Мгм. слышу отказ от первичной матери.
что это такое. Что это за... Мгм. Сейчас я посмотрю. Там какой-то черный узелок есть. Кто такая М. первичная мать? Что это вообще такое? Какой М. отказ? Что это обозначает? Сейчас я отделю эту энергию. Подожди. Эту Так. клешню отделяю, а этой Мгм. темной энергии приказываю уходить прочь. Вот, и я попала в какое-то пространство, слышу, бежит кто-то, эхо от шагов, большой зал такой, зала, я слышу, Мгм. зала. Кто-то бежит, прибежал кто-то, на столе разложил какую-то бумагу, показывает в сторону, откуда он прибежал. Он считывается доносчик. Мгм. Он прибежал и показывает, говорит архиепископ. Я слышу. Показывает. Так. Сейчас я посмотрю, кому он показывает. Мгм. Мне показывает. Я там. Он показывает и кричит, говорит, сына забрали, сына забрали. Мгм. Сейчас я Так. посмотрю. Мгм. Да, это я. Это вот эта женщина, Ирина Ирина? Владимировна, которого родила этого Андроника, Мгм. мать. И я вижу в этот момент, буквально считывается, что я просела. И буквально бы как будто идет опустошение моей творческой, этого творческого центра. Мгм. И Что это? я вижу, я в этот момент кричу «как?», и Мгм. сразу же эта черная энергия, которая в твоем пространстве, она сразу же оказалась и в моем, в родовом, как будто бы я вот вынимаю вот это энергию, ужас это, да. Мгм. Я слышу преступление, они уличают тебя в преступлении, и я вижу, как это в эфирном плане выглядит, эта ситуация по отношению ко мне уже в Мгм. секторе магии. И это выглядит, что тебя как будто бы привязали к столбу, руки сзади, и подожгли снизу. Вот как ведьмы сжигают. Вот это преступление, они... Так. Так, Кто в секторе магии по произошел отношению? разрыв в этот М. момент, потому что тебя обвинили я слышу, хула, то есть обвинили в богохульстве, Мгм. вот, противоречиях. И ты вот где стоишь, как бы с девятого измерения говоришь в сопротивлении, то есть М. хула обвиняют тебя в сопротивлении первотворцу, воле Вселенной. И я вижу в этот момент, у тебя как будто бы такой разрыв происходит между вот правой частью, материнской и мужской, то есть между женской и мужской частью. М. Вот, и я Так. сейчас Так. сейчас хочу, почему я проявилась здесь, мне интересно. Мгм. Вот эти клешни, это как раз и есть вот это отрезать от материнской части. Я вижу, что в этот момент я слышу деградация. Деградация твоего сознания, моего сознания произошла. Я слышу, что мы потеряли иерархию, иерархию сознания в этот момент. М. То есть связь с первоисточником была, ну, не совсем утеряна, но это пошла деградация, да, потеря Мгм. потенциала эволюционного.
Вот эти, да, да, вот я и слышу так. Преграда на эволюционном пути души. Как бы затормозилось развитие. Потому что чистый дух, Вселенная, они работают так, что все увеличивается, расцветает и улучшается. А вот эти катаклизмы, эти все страсти, вот как аборт этот, как то, оно понижает эволюционный, я слышу, отбор. То есть вот эти именно негативные энергии, вот это разочарование глубокое, эти энергии как бы как топор, как вот эти клешни, которые отрезают, разрезают как бы сознание человека, да. Я Мгм. сейчас как мать в этой ситуации проявляю, эм, вот я слышу расстановки, да, то есть наша цель все расставить по местам, то есть Мгм. восстановить порядки любви. И я вместо того, чтобы подчиниться этим негативным энергиям, просто нужно проявить любовь. И я вижу, что в этой темной матрице я как будто бы своим сознанием, любовью, глаза вижу, как бы закрыла в эту ситуацию. Медитация, то есть в альфа-состоянии создаю реальность. Вот в том Мгм. моменте я создаю реальность, я вижу, как вот так я глаза закрыла, и вместо того, чтобы э, падать эмоционально, я создаю реальность, где я развязываю тебе вот эти все путы, которые тебя удержали, и отменяю вот этот. Я вижу, что оно как бы бахнуло, и энергия на этих абьюзеров, которые тебя там схватили, что произошел, я слышу, кармический отрыв, и они все как в пропасть упали. Мгм. А вот эта энергия, которую я вот так вот к тебе послала в том моменте, вот так как бы руками взяла и вот так вытащила от этой, я слышу отмена казни. Так. Вот. И я в этот момент вижу, как я вот так нежно, с такой любовью беру этого ребеночка в матери, в твоей маме. Мгм. Вот, вот так его беру уже целеньким, и твои ножки, это все вот такой малюсенький ребеночек. Я его беру, и я говорю, что возвращаю жизнь и передаю вот этому через это высшее я в девятом измерении, которое стоит. Вот. Мгм. И передаю, вот так держу такого ребенка на руках, такого малыша сияющего. А он, вижу, так как будто бы кушает маленький, такой растет, растет, растет. И вот я сейчас смотрю, я слышу, что там вот, ну ты уже в высшем измерении, М. дальше туда пошел. А высшее я, вот это в девятом измерении, стоит, и он начинает как бы растворяться, вот этот образ, и переходить вот туда более высокий. А, И, и вот я вижу там тебя, и ты улыбаешься, и лицо сияет, и вот эта маска считывается космическая маска предательства. Да, ну вот, Мгм. это священные раны. То есть на самом деле вот эти эмпаты, они приходят специально в этот мир, чтобы испытать все эти нападки, эти клевету, убийства и все это для того, чтобы выработать этот иммунитет, этот опыт и передать эту информацию, этот опыт следующим поколениям. Я вижу, как ты вернулся как бы в то воплощение. Я вот вижу, как меняется ситуация. Вот я стою, а этот, который бежал, вот этот предатель, это именно связано с той ситуацией, почему меня так буквально считывается, раззадорило, да? Я Мгм. этот момент чувствую в себе, когда я вижу несправедливость и ложь, то есть я ее могу не осознавать до конца, но я это чувствую, у меня сразу вырабатывается столько энергии. И вот когда ты этот
пост, сделал, не пост, а это видео, да, Ну, короткое видео, да. короткое Шортс. видео, оно не соответствовало истине, потому что оно было, как бы основано на ложных убеждениях, исторических не фактах, а иллюзиях, да, потому что на самом деле этого не было. И я вижу, что когда вот, вот это идут манипуляции, да, но Мгм. когда абьюзер манипулирует, да, какой-то шизофреник, то это не обидно, потому что, больной человек, что с него возьмешь? Но меня это сильно задело, потому что это твоя миссия с этим разобраться, а не Мгм. уходить в эти дебри, да, эзотерические, в эту ложь. Вот. Так, хорошо. Виктория, там была замороженная ситуация, когда я передавал какой-то сияющий листочек. Ты эту ситуацию заморозила перед Сейчас, одну тем, как... секундочку. И вот я Да. работаю над этим. Я Мгм. вижу, как вот я, вот эта мать М. Андроника, да, я Так. эту ситуацию, вся меняется ситуация, потому что я в том моменте воспользовалась своей силой телепатического, да, своей телепатией, и, как я это много раз делала, да, Мгм. например, поговорила в эфирном пространстве с адвокатом, все стало как нужно, как я хотела, да, потому что как правильно. Потому что не было на тот момент никаких преград, чтобы это не состоялось, скажем так. И вот сейчас я вижу, как это произошло. И я слышу, мы срослись. То есть моя материнская любовь, проявленная, это восстановленные порядки любви или иконы любви, это принципы любви, одно и то же, да? Мгм. Вот, я вижу, как вот это мое сознание срослось с твоим, и вижу, как вот это, эти очки, вот это все вот так исчезает, и это разделение, и вижу, как эта энергия вот этих клешней, то есть она превратилась, как пошла служить, она просто пошла служить вот Мгм. благородным вещам. То есть вот эти клешни, которые из-за моего страха, то есть я там тогда проявила как бы человеческую слабость, поддалась этой манипуляции, этому магическому действию, потому что манипуляция это и магия это одно и то же, то есть это Мгм. принуждение человека вести себя, испытывать какие-то чувства вот так, как нужно абьюзеру. Мгм. Вот. Я это отменила, и вместо того, чтобы переживать, волноваться и плакать, да, и предпринимать какие-то действия, я слышу, что я отдала этих насильников в руки кармы, первотворца. То есть Мгм. отдала это как бы на суд Вселенной. Мгм. И это привело к тому, что я проявила волю, как я хочу, чтобы это было. И я слышу, сел на престол. И с этой ситуацией, когда они тебя срезали с этого престола, я вижу, что ты садишься. И я слышу восстановление конов разума. И вот ты как на престоле сидишь, я вижу у тебя вот где голова, где был этот лоб с этой черной штукой, там такое вот сияние идет. Мгм. И я вижу, ты достаешь этот контракт, я слышу на расчленение. Вот тогда был уже подписан этот контракт, по которому тебя как будто уже через сколько воплощений, то есть вот эти все события, которые, вот эти все воплощения, все эти события, это все держалось на этом контракте. Мгм. Расчленение личности я слышу. Так. Разделение души и духа. Мгм. То есть дух– это вот эта жизненная искра жизни, которая заряжает, которая несет в себе информацию о вселенской целостности. Вот мне идет вот что. Мгм. Целостность. Мгм. Да. Так, и этот контракт еще в моем пространстве находится? Нет, я вижу, что ты отменяешь то воплощение, оно отменяется.
это предыдущее воплощение, Мгм. промежуточный вот этот виток отменяется, и я вижу, как буквально переворачивается вверх дном вот эта вся система, а, м, ну, как это, Система самогонка это, прогонка, Ага. да, души Конструкция вот по эта. этим всем кругам ада, она Мгм. переворачивается вверх дном, я вижу. Вот. И вижу, как ты выходишь с этой, она воронка, вот это энергетический вихрь, Мгм. это воронка. Так. То есть ты стоишь над ней, она перевернулась вверх дном, и у тебя такая коса в руках, и ты вот так, как будто траву, вот так этой косой шух, шух, М. Что шух. это я делаю? Я вижу, что ты эту энергию черную, эту воронку, которая вот так закручивается, когда скосил, она, вот эти энергии, как хлопья, вот так падают в сектор интерферентов, а оттуда выходит, обнажается какой-то, как стержень. М. Вот. Что это за И оно выглядит, знаешь, как М. сейчас идет метафора, что вот такой а, кузнец своего счастья, а выглядит этот кузнец как скульптор, который камень отбивает молотком лишние штуки, э, Мгм. чтобы создать свой шедевр. И я вижу, как ты вот это откосил это все, а потом выбиваешь лишние каменные штуки. Я слышу, что это части сознания, вот эти каменные части сознания, сплетенные с первоисточником зла, с вот этим архаичным злом. Мгм. Коллаборация. Это магия. Магия– это, я М. слышу, и сопротивление. И когда ты это убираешь внутри, стержень обнажается, сияющий стержень, который выглядит как, вот он сначала был как будто бы такой неживой стержень, а потом ты его обнажаешь, обнажаешь, и он превращается в такой, считывается сопротивление, такой шар, который чук-чук-чук-чук-чук быстро вращается. Мгм. Вот. Энергия сопротивления– это энергия сопротивления, противостояния а, вот этому духовному злому началу. То Мгм. есть и в этот Так. момент я вижу, как эта штука, как лезвие, эта магия, как лезвие вот так шух, уходит, растворяется, вот так уходит в сектор интерферентов, и кто-то в секторе интерферентов говорит, она распознала. И М. я вижу, что вот этот момент, который я изменила в той ситуации, когда тебя, то есть Уже этим моментом, доносчиком это. Мгм. да, я помогла тебе создать новую реальность. То есть я вижу, что именно мать несет ответственность за передачу информационных как блоков вот этих каменных, так и божественной целостности. Мгм. Именно материнская часть сознания, я слышу, управляющая сознанием человека. Мгм. Потому что она вот напрямую связана с первоисточником бытия, целостность. И сейчас мне столько информации идет, вот эта целостность, да, то есть Мгм. целостность сознания, разума, души и физического воплощения. То есть это вот цельность. Вот эти магия– это всегда отрыв от реальности, как бы они не хотели привязать буквально вот к событиям, к энергиям, эти темные, оно все равно все разваливается, потому что это все считывается как искусственный интеллект. То есть это не естественные процессы, а магические манипуляции.
и манипуляции, вот они растворяются под силой, под натиском сознания. И вот эта частица, она вот такая живая, и она буквально ходит, как ДНК. Ну, Мгм. не ДНК, а этот, как его, ген, да, ген сознания. Мгм. Я вижу, он так в себе просто плавает в твоем пространстве. Это вот и есть а, осознанность, Мгм. это сила сознания, это сила противостояния яду, оно считывается. О, мы же так и говорим, ядовитые отношения, токсичные отношения, да? Токсично. Мгм. Вот Да. токсичный человек — это тот, кто говорит ложь, манипулирует сознанием, да, это вот. И я тебе Да. передаю, чтобы ты изменил все эти ситуации в Мгм. прошлом, во всех воплощениях, вернул свою целостность, отменил этот аборт, подчинение этой магии. Вот, и я вижу, как в этот момент это возвращается М. карма. Буквально вот эти эгрегоры, которые, ну, на самом деле это вот эти все э, эгрегоры, да, эти разные, Мгм. которые собирают вокруг себя манипуляторы разного толка, там религиозные, политические, всякие разные, да, то есть эти абьюзеры, маленькие, большие, на самом деле это один эгрегор. Вот. Да. Это как архаичное зло считывается. Это М. м, вот, и оно как-то вот сейчас я смотрю, оно уходит, и такая черная магическая эта цепочка ам, приходит в какое-то пространство, вот в сектор первого дворца, и я вижу пупок ребенка маленького. Я вижу, что когда ты родился, то это буквально как будто бы через пуповину была вот эта связь с этой магической матрицей. Мгм. И я вижу, что я беру просто и тебе показываю это, и говорю, что ты можешь, передаю тебе как будто бы ножницы, вот эти сияющие, как клешни, буквально как ножницы. Вот оно что. Передаю тебе, чтобы ты отрезал эту черную матрицу. Я тебе говорю, что я тебя принимаю таким, какой ты есть. Я тебе говорю, что так интересно, прямо такое эхо идет. А я с такой любовью и нежностью говорю, что сейчас вернусь назад, Вернешься. что я тебя люблю, что я принимаю тебя таким, каким ты есть. Вот. А, Я говорю на тебя родничок сознания. И я вижу, как к этому младенцу, к родничку была как такая какая-то серая, ам, даже не ниточка, а как туман такой какой-то, полоска такая. И я говорю: "Родничок сознания". И ты, смотришь на меня и узнал меня, вот когда ты родился, и быстренько так хватаешь эти ножницы символические, отрезаешь вот эту пуповину, а вот эта штуковина серая из родничка исчезает сама по себе, и с твоего вот Мгм. родничка вот Родничка, да. энергия вот так вырастает, и соединяется, вот идет в сектор Всевышнего Первого Творца и проходит сквозь вот это высшее твое я, которое вот так, как только это соединилось, энергия, вот так, как будто бы проснулся, увеличился, да? И Мгм. я слышу осознанность физического воплощенного разума, и вся эта конструкция, этот аборт отменяется. Вот. И я тебе передаю, чтобы ты восстановил свою целостность, гармонию, процветание, и вот это убрал, очистил всю ту память генетическую из твоего пространства, Мгм. простил маму, папу, да, Мгм. принял силу рода,
Я слышу реконструкция родовых программ. Принял силу рода, жизненную энергию, творческий потенциал. Вот, и восстановил свой род и передал будущему своему поколению тоже вот эту силу своего божественного рода. И отрезай всю эту негативную матрицу, которая связывает твой род, мой род с архаичным злом. Вот это все убираем. То есть Отделяем. отделяем живую энергию, От живую мертвой. от мертвых негативных Мертвым. программ. Да, благодарим себя, Вселенную, Божественный Источник за свои души, за опыт полученный. И я вижу, как эта энергия, я слышу, циркулирует, вот это ядро сознания, да, целостности, ядро целостности, противостояние магии циркулирует, я слышу, по человеческому сознанию. Я вижу, как люди буквально подпрыгивают, хватают эту информацию, да, и сами исцеляются. И у них вот эта привязка к магическим эгрегорам вот так вот как будто бы отпадает. Вот то же самое происходит. То есть как черные штаны, вот эта магическая принадлежность к магическому, к магической матрице, просто вот так вот стягивается, люди получают целостность. Я слышу, магия раскрыта. Скрыто. Хорошо. Отправляю на аннигиляцию все эти чужеродные конструкции. И я вижу, как в этот момент меняется эта ситуация. Ты буквально снимаешь с себя вот этот плащ. Сейчас самое время передать в миграционную службу в это, что ты чист, нет никаких привязок. Передаю информацию в эти Да, и службы. можешь поговорить, передать, требуй, я слышу, требуй от них рассмотрения, позитивного рассмотрения твоего прошения Запроса. и выдать тебе визу, я слышу, на бессрочное пребывание На территории. своей, да. Хорошо. Передаю это требование. Передаю им информацию, что я чистый. Пусть выдают мне эту бессрочную визу на пребывание на любой земле, на которой я пожелаю. Ну вот видишь, как телепаты помогают, так и Алан Шор пишет. Я вот буквально вижу, что я своей энергией помогаю. Да, потому что я носитель материнского инстинкта, я слышу. Ну, это истинные телепаты, не ложные, а истинные телепаты, они как раз и есть, вот я вижу, как это работает. Носитель, я слышу, носитель материнского инстинкта, вот этой природной связи с первоисточником. Хорошо, Виктория, посмотри, вот эта ситуация, когда я читал вот это заклинание, эта ситуация полностью убрал, отменяю эту ситуацию, изменяю решение, отказываюсь верить Буквально ты её как контактерам. да, разбираешь это, оно вот так, это запутанность вот такая, и оно так распутывается, и как будто бы распарываешь свитер черный, и оттуда выходят такие жемчужинки. Я слышу цельное сознание, вот эти жемчужинки. И, пожалуйста, отмени все эти моменты, верни свою, я слышу, гордость. Отменяю Вот моменты подчинения, верни свою гордость, да. возвращаю мою Гордость гордость, мой гордость- потенциал. это осознание себя истинного, цельного, понимание своей роли в своей жизни, в жизни вселенской, да. Вот. И это противоположность как раз гордыни. Потому что гордыня- это, я слышу, захватить чужую власть. То есть гордец всегда ну, пытается поставить себя выше другого, ничего не создав при этом, да.
путем Мгм. манипуляции, лжи и так дальше. Доносов, вот эти, знаешь, вот этот, убирает и очищает. Клевета, вот эти все Вот ереси, именно которые человек, несут. Мгм. да, должен, вот я даже об этом не думала, а вот оно мне идет, вернуть свою гордость за принадлежность к светлой расе, да, то есть к расе человеческих душ. Мгм. Возвращает то, что принадлежит мне, мои светлые, всю Ой, гармонию как мою. интересно. Ты стоишь как будто бы на Земле, а Земля вот так, как шарик вот такой, вся планета, вот вижу, крутится она у тебя под ногами. А ты стоишь и говоришь, что вся Земля у тебя под ногами. А я спросила, что это обозначает, а ты говоришь, что твои стопы, что Мгм. считывается информация, что твои стопы пошли правильным путем, и буквально вот ты как бы сливаешься с сознанием человеческим. Произошло вот как бы, я вижу, как смешение твоего сознания с сознанием а, вот глобальным, я считываю, и потом начинается вот это как разделение, и вот это серое сознание, вот это, которое было вот при твоем рождении, оно вот так отделяется и утекает в ту пробирку и вытесняет эти светлые души. Получается вот так. С одной стороны, оно вот так утекает, откуда вышло, и Мгм. вытесняет светлые души. Идет разделение разума, очищение разума. Я слышу практическое применение. И что это Хм. означает? Что это Я означает? слышу, что все люди превращаются в творцов. И это выглядит, как будто бы каждый человек вот отсюда, где живут, у него такой вот как бюст вырастает каменный. И он сидит, и вот это молоточком тук-тук-тук, буквально как будто бы вырезает себя самого из камня. Мгм. Здорово. Вот, я слышу, ремонтирует свою личность. Ну, смотри, что вот, я же никогда об этом даже не знала, как оно. Смотри, вот из живота, вот как Мгм. отросточек, знаешь, как кактусы растут, один такие эти Ага. отпочковываются, да? Отпочку. И вот я Да. вижу вот этот род, да, это осознание себя, оно вот так из пупка вот так идет, и там внутри спрятан этот потенциал. А сверху вот эта личность человеческая, то есть его роли, которые он играет. Ну, человек, например, может быть кем-то, а может играть роль. Тот, кто предназначен, например, истинный телепат, работает как телепат, он на своем месте, да, он выполняет свою Мгм. роль. Но кто-то не имеет ни способностей, ни образования, да, ни миссии, у него другая миссия. Он должен был, например, зубы чинить людям, делать протезы, а не заниматься не своим делом, да. А Мгм. он это как бы играет эту роль, да, или мы играем это в Ак плохом Актер варианте. театра. Актер театра, да. А мы все немножко актеры. Почему? Потому что мы играем роли. Например, если я Мгм. мама, я играю роль мамы тоже, роль еще такую, роль такую. На работе мы не можем общаться таким языком, каким мы, например, дома. Например, я прочитала этот пост Тараса в его телеграм-канале. Мое мнение выразилось вот так. Я буквально вот это видела. Мама дорогая, да что ж ты такое пишешь? Да, научным языком это вот это такое вот. Вот. То есть высекают, я слышу, себя из камня. А вот эти вот этот камень, вот я вижу, я слышу потоп, и я вижу, Мгм. что действительно был какой-то, я слышу, загрязнение мира. Вот буквально был потоп, который этот ил как бы М. намыл, Пыль.
на всю... Как? Этот ил, да, это Да, ну, глина. взлетела пыль вся эта, да, Да, сверху. да, да. Да, это вот это все, но я вижу, что оно вот так, ну, в эфирном пространстве это выглядит, как будто бы Землю несколько раз вот так, я слышу, волной Мгм. промыло. И вот этот ил, это как раз символизирует в эфирном пространстве вот эту демоническую, магическую ложь, эти манипуляции. Мгм. Вот. Взять со дна и Ну, перевернуть все вымазать. Ага. ногами, да, то есть все же слоями, да. И эзотерика так работает. Вместо того, чтобы работать над собой, и по, тому принципу, как работает Вселенная, то есть слой за слоем снимать это все. Ну, как, буквально вот эта метафора, да, что высекать из камня, вот этот шедевр, то пытаются углубиться в те процессы, которые глубинные, не понимая, как они работают, да, и влиять на, влиять на процессы изнутри, не проработав, не поняв, как это все завязано снаружи. То есть это тоже так не работает. Вот. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, И давай. я вижу, как Так. ты выглядишь М. как огромный шар, и говоришь, я свет в свете, Мгм. смеешься. Ангел, и я смотрю, передаю тебе, чтобы ты исцелил все твое пространство, а ты мне говоришь, мама, ты пришла ко мне вовремя. И я передаю всем моим детям, которых я родила, физически или Духовно. духовно люблю своих людей, как говорится, всем сердцем, их чистые души. Мгм. Принимаю людей всех такими, какими они есть, передаю эту информацию, чтобы каждый человек отказался от манипулятивного мышления и воссоздал свой шедевр, Мгм. воссоздал свою истинную чистоту. Она у каждого есть. Только нужно иметь смелость признать свои ошибки и отказаться от них. Хорошо, Виктория. Очищаем Да, пространство, я распространяем очищаю информацию. пространство, да. Хорошо, давай посмотрим ситуацию, когда я вытряхивал коврик на белье соседки. Как изменилась эта ситуация? Я хочу отменить. Ее нет. Этой Мгм. ситуации это было связано именно с этим потопом, с занесением грязи. То есть это манипуляции так работают, да, что абьюзер, манипулятор, втягивая в свою ложь, всегда встраивает человека, того, кто поддался на манипуляцию, использует этого человека как буквально как э, оружие против Мгм. самого человека и против других, то есть втягивает в его магическую миссию. Буквально я слышу затопление человеческого сознания, ну, вот этими отходами. Ну, не буду говорить, чем оно идет. Вот эта черная Мгм. магия, это вот на букву «Г». Да, Понятно. вот, потому что это отход. Точно так же, как человек выбрасывает, то есть наша Вселенная работает по принципу одному тому же, то есть не может быть такого, что где-то во Вселенной как-то работает по-другому, а у нас на Земле как-то по-другому. Вся Вселенная дышит, работает одними и теми же законами. То есть вот это мы принимаем, перерабатываем опыт, точно так же, как витаминки, аминокислоты усвоили, Мгм. вот, усвоили и дали кушать этим процессом, и организм вырабатывает уже какие-то новые молекулы, нужные организму. Ткани, ага, А ненужные мышцы, связи. уходит, Мгм. Да. а На ненужное отходит. утилизация. Да, а утилизация. А магическое мышление– это попытка из этой, Использовать то, что должно уйти на утилизацию да, каким-то способом. то есть то, что неправильно, там, где есть ошибка, Вселенная устроена очень благоразумно, и она все ненужное, Самодостаточно. все, что Мгм. не имеет
потенциалов жизни уводит на утилизацию. И люди, которые встраиваются в эти системы, которые идут на утилизацию, вот, они тоже уводят свои души, рискуют своими душами. Вот, очищая все твое пространство, передавая информацию в каждой живой душе. Передай информацию уже Да, сознанием, да, человечеством. Так, и еще одна ситуация, Виктория, когда мама была беременна мной, перед родами она шла в магазин, упала по лестнице. Есть ли эта ситуация в моем пространстве? она вот ушла с этими серыми. То есть, когда ты расторг этот контракт на эти все неприятности, то есть, Мгм. когда мы делаем какой-то выбор, да, Мгм. то есть мы как будто бы соглашаемся на ту цепочку последующих следствий этого выбора. Но когда ты Мгм. отказываешься тогда, то ты отказываешься от всего пути, чтобы его проходить. И все эти, ты как бы возвращаешься. Знаешь, как вот это в сказках заложена мудрость. Пришел этот, я слышу, казак, который встал перед выбором. Пойдешь налево, направо, прямо. Будут разные пути. Да? То есть работа в эфирном пространстве, это в альфа-состоянии, да, это вернуться туда, на место выбора и пойти другим путем, то есть выбрать другую реальность. Правильный. Мгм. Хорошо, Виктория. Так, я хочу тогда найти мою маму Лену и передать ей информацию, алгоритм освобождения. Э, Передать ей Да, любовь мою. И, вперед. да, Хорошая женщина. все будет хорошо. Да. Мгм. Ну хорошо. Тогда, Виктория, очищаем пространство, отсоединяйся от проработанных этих ситуаций. Мгм. Поднимаемся вместе вверх. Да. Посмотри сейчас, как я выгляжу. Считывается семимерная сущность. Я вижу, идет информация, как будто бы у тебя появились новые какие-то эфирные или какие-то тела. Мгм. То есть прямо Целостность. Мгм. три какие-то слоя как бы появились. А что это за слои? Так, Не знаю, первый раз такое вижу. вкратце. Ну, спроси у Я меня, слышу Виктория. я слышу, А, что это а, первичное сознание, мгм. что это первичное сознание, то есть это, я слышу, глубокое понимание, то есть это первичное сознание, э, я слышу родовая целостность. То есть это соединение с первоисточником, мы так говорим попросту, но здесь очень глубокие процессы. То есть это соединение своей глубинной сущностью, своим духовным я. Вот оно что. Вот эта штучка, которая вращалась, сияла, да? Способность противостоять магии, это сила противостоять магии, манипуляции. Это Мгм. противоположность магическому мышлению. То есть это сила сознания. Так оно, я слышу. Первичное Мгм. сознание, Классно. глубинный быт, бытие, да. Мгм. Основа существования. Здорово, отлично. Мгм. Хорошо, Виктория. Все полностью очищаю, отделяю все чужеродное, распространяю информацию о человеческом сознании по земле, человеческим душам. Мгм. Хорошо. Спроси, Виктория, у меня все ли мы сделали для меня на этом сеансе? Да. Я благодарю тебя, Первого Творца, себя. Мгм. Хорошо, Виктория. Отсоединись от всех и всего. Да. Отсоединяюсь. Мгм.
проверяй твое личное пространство. Все чисто. Хорошо, наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Это прям что-то, это что-то прям вообще классное. Видишь, ну не Это зря прорыв. это прорыв. Да, молодец.